Всем привет! Это «Наука побеждать». Мы со слайдом продолжаем говорить об утесе, и сегодня рассмотрим игру с верхней базы. Для начала напомню, в нашем универсальном сетапе 2 AMX 50-100, 2 S3, 2 T1, а еще 90-ик. Звучит знакомое в бой, и мы спешим занять выгодные позиции. Вообще есть несколько хороших вариантов разъезда, но с нашим составом все восьмерки лучше отправлять на центр. 90-ик будет на месте первым, с француза и начнем. Для него есть две хорошие позиции. Первая — это куст в F6. Отсюда можно подсветить все вражеские восьмерки, которые проезжают по пятой линии. Да и пострелять тоже можно, главное потом вовремя уйти за камень. Эта позиция очень хороша на начальном этапе боя. Но не стоит сюда ехать, если у противника есть быстрая техника, к примеру, тот же 90-ик. В таком случае отправляем наш ЛТ на подъем. Тут очень важно правильно поставить корпус танка и осторожно выезжать, показывая только башню. Обратите внимание на то, как это делают профессиональные игроки. Левой гуслей танк наезжает на более крутую часть склона, корпус наклоняется, и можно не только светить врагов, но и стрелять по ним. Стоит немного ошибиться, и танку не хватит углов вертикальной наводки. Здесь нужно быть предельно внимательным. И еще немного об этой позиции. Допустим, у противника похожий сетап. Наш ЛТ приезжает на подъем, подсвечивает вражеские восьмерки, и тут же в его сторону летят снаряды троек. Они на перезарядке, сотки еще не зарядились, а их 90-ик за холмом. Смело выезжаем вперед, стреляем 3-4 раза и закатываемся обратно. Возьмите на заметку. Кстати, если у соперников есть 90-ик, но вы его не подсветили, то он наверняка поехал по второй линии. Это означает, что либо он скоро появится в квадрате Е3, либо станет за камнем у обрыва. Имейте это в виду и будьте готовы к стрельбе оттуда. Иногда вражеский танк, а бывает, что и несколько танков, пытаются проскочить через центр в F3. В этом случае наш ЛТ даст ранний свет. Тяжам остается лишь заранее свестись и отстреляться по соперникам, когда те появятся в зоне прострела. Солидное преимущество добыто практически даром. Добить оставшихся врагов уже не составит труда. Далее о тяжах. И для этого вернемся к начальному разъезду. Обратите внимание на траекторию движения ТТ. Перемещаться нужно именно так, как показано на экране. Многие танкисты едут под гору параллельно дороге, и это неправильно. Не повторяйте ошибки других. Опытные противники обязательно накажут вас за это. Итак, мы приехали на центр. А что же дальше? Тройки занимают квадрат Е5 и танкуют башнями. Сотки действуют по ситуации. Если наш сетап быстрее сетапа противника, нужно занимать зеленку и играть агрессивнее. Противник растеряет ХП еще на подъезде к горе. Если сетапы схожи, то играйте осторожнее и не забывайте, что вражеский 90-ик рентгенит вас через гору. Развивайте атаку через пятую линию, а как только получите преимущество, перезаряжайте барабаны и идите в полноценное наступление. Главное, не забывайте: тройки танкуют, французы наносят основной урон, а не наоборот. А что же наши брелки? Т-первых ставим на подсвет флангов. Один едет в куст на С7, другой на Д1. Их задача не рисковать, а терпеливо стоять. Пока они живы, наша команда застрахована от внезапной атаки соперников с тыла. Тут все аналогично игре с первой базы. Если подсветили восьмерку за маяком, рашьте центр. Если соперники атакуют по второй линии, подсвечивайте их ЛТшками и разбирайте издали тяжами. Если у соперников нет Т-первых, отправляйте своих на захват по первой линии и готовьтесь рашить основными силами по центру. Конечно, за один выпуск мы не успели рассказать вам все, но самое важное озвучили. Остались вопросы? Тогда скорее подписывайтесь на наш канал и оставляйте их в комментариях к этому видео. В следующем выпуске «Науки побеждать» слайд обязательно ответит на самые интересные. А у меня на этом все. Всем пока!